Что я хотел сказать по поводу молчания, тишины внутренней и внешней в том числе. Вот смотрите, например, вы отказываетесь от еды на какое-то время, вот, почистились, да, вступили в пост, в отказ от еды, в пищевую паузу. Вот. Но потом что-то стало там скучно и решили там пару булочек заточить. Вот. Заточили пару булочек, а потом типа опять не едите. Но по сути что получается? То есть вы, в общем-то, вышли из этого состояния, из состояния нееды, да, то есть кишечник опять заработал, опять нагрузка на него. Вот. То есть получается, что такая же аналогичная ситуация, если вы нарушаете мауна, молчание, хотите вы или нет, но ваше сознание перестраивается, когда вы в тишине, в молчании, в медитации. Но если вы включаетесь в какие-то внешние разговоры, то то, что вы уже наработали, это как бы сливается, спускается. И вам, по сути, приходится начинать опять все заново. Поэтому как раз акцент и делается на випассане, именно на молчании. И чем дольше вы молчите и не общаетесь ни с кем, тем тише становится у вас в голове. Поскольку даже вот вы находитесь, варитесь, ясно, что в своем соку вы варитесь, да, то есть вы внешне молчите, но внутри у вас все равно там голоса звучат, беседуете с кем-то там втихаря, пока я не слышу. Вот. Но что получается, когда вы во внешнем мире с кем-то начинаете общаться? Пообщались, а потом сидите в медитации, а разговор этот продолжает у вас звенеть. Делаете какие-то выводы, там, ожидания или еще что-то. Вот. И вместо того, чтобы сидеть и медитировать, по сути, меняться, трансформироваться, вот, получается, что вы, получив внешний такой допинг извне в виде какого-то общения, мозг будет все равно это дело как-то переваривать каким-то образом. Вот. Только он начинал уже успокаиваться, все тише и тише. Вот как вот у нас отказ от еды происходит тоже. Кишечник перестает работать, он в конце концов просто отдыхает. Ему не надо там перетирать, там впитывать что-то. По сути, для него это отдых. Когда он отдыхает, начинается процесс как раз очищения, внутренней трансформации, уходят какие-то болячки или всплывают наружу, которые сидели в таком латентном состоянии. И получается, что когда мы включаемся в какую-то деятельность, ментальную или вербальную, то опять ваш ум включается, то есть только вот он начал затихать, да, то есть опять происходит включение. Поэтому будьте деликатны и к себе, к своему уму, к своему сознанию, и также к другим, потому что я же вначале говорил, что вы один не можете говорить, идти в лесу, там разговаривать с кем-то, с деревьями. Ну, конечно, можно. То есть вам все равно нужен кто-то, напарник, там один, второй, третий, то есть компания какая-то. То есть поймите, что то, что я говорил, что пообщаться можно где-то далеко в лесу, это не имелось в виду как разрешение. Если вас там уже разрывает на части, да, и вы не можете не пообщаться, или что-то экстренно важное, вот, ну тогда да, но не то, что вы уходите в лес погулять и заодно поболтать. Это, в общем-то, совершенно уже другое получается. Так что сделайте выводы и продолжайте находиться в покое.